Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас астропрогноз для проведения эффективных подкормок растений. Наши мудрые предки наблюдали и составляли графики поливов и подкормок органикой, именно зеленым удобрением. И они знали, что в определенное время при нахождении Луны в определенном знаке полив и питание растений приносят наилучшие результаты. Применение даже зеленого удобрения в периоды Луны в знаках огня, огненной стихии, угнетали растения. То же самое происходило с периодами, когда Луна находилась в знаках воздуха. Используем природные подсказки Луны, опыт наших предков и составляем гороскоп для подкормок на июнь 2019 года. И в этом нам опять же помогает астрология. Начало месяца уже позади и новолуние, поэтому сейчас очень важно разобраться с теми периодами, когда в июне месяце уже очень жарко, нужно будет как бы проскакивать вот эти дни стихии огня и воздуха, чтобы наши растения не угнетались и не болели. Итак, 7 и 8 у нас позади, огненная стихия. Так получается, что в этот период, само собой, пока еще рано были подкормки, ну а далее уже будут очень нужны подкормочки для наших растений. Не имеет значения, это теплица или открытый грунт, но особенно в открытом грунте. Поэтому 9 и 10, когда Луна зайдет, уже растущая Луна, красивая Луна, зайдет в знак Дева. И вот 9 и 10 числа очень хорошо, это время корня, хорошо подкармливать и по листьям, и под корень разводить тоже зеленые удобрения или минеральные, очень хорошо подкармливать по всем частям растений. Но особенно при растущей луне наибольший эффект дает именно корневая, потому что все соки поднимаются как раз вверх по побегам, по стеблям и к листочкам. Поэтому здесь используем и органические, и минеральные удобрения. Используем для всех видов подкормок. Но затем наступит период весов 11-12 июня. Где-то себе отметьте, я себе сразу же исключаю эти 2 дня для поливов и для подкормок. Почему? Потому что весы – это время как раз дыхания растений, это знак воздуха, поэтому и поливы, и подкормки здесь неуместны. Они не дадут результата, только усугубят положение при высоких температурах для наших растений. Зато наступит период очень хороший, как раз 13, 14 и 15 до 12 часов. Желательно утром, когда растущая Луна будет в знаке Скорпион. Но здесь я хочу обязательно сделать такой акцент, что это период стихии воды, и растениям лучше всего дать зеленые удобрения, органические удобрения под корень и по листьям. Можно использовать и внекорневую подкормочку, но эффект наибольший будет именно здесь растущая луна перед полнолунием, именно под корешки. Поливаем под корешочек. Ну а после 12 часов 15 июня, 16 июня и 17 июня это будет время Стрельца. Это самый сухой знак. Растения просто не принимают ни воду, ни тем более удобрения. Они угнетены, если использовать в этот период удобрения, тем более если эти удобрения химические, минеральные удобрения. Поэтому 15 после 12, 16 все 24 часа и 17 все 24 часа
исключаем подкормки растений. Зато 18 и 19 июня очень замечательно, просто уже после полнолуния, замечательный день. Один из самых эффективных дней месяца для подкормочки и по листьям, и под корень. Причем здесь подходят и органические, и минеральные удобрения. Используем эти дни, потому что далее у нас будет время как раз знака Водолей. Луна убывающая зайдет уже 20, 21 и 22 до 17 часов, будет находиться в знаке Водолей. Ну а Водолей, мы помним, что это знак как раз цветка, знак стихии воздуха, растение занимается дыханием. Затем наступает очень интересный период. Здесь очень хочу предупредить, что и органики нужно ставить меньше. Почему? Потому что знак рыбы управляет всеми видами химических веществ. Поэтому здесь используем даже органические удобрения под корень и внекорневая подкормочка, но здесь уменьшаем дозу. Тем более при высоких температурах это будет как раз очень хорошо для наших растений. Затем 25 и 26 июня снова, хотя это наименее засушливый знак, убывающий луна в знаке Овен, будет находиться 25 до 26 и 27 до 16 часов. Поэтому в этот период просто-напросто пропускаем, делаем выходной для наших растений. Все, что нужно, они получили заранее и находятся в эти дни как раз в балансе. Все, что нужно, они делают в этот жаркий период, и, естественно, происходят все нужные процессы, фотосинтез в листиках, в побегах, в плодах, и мы даем им возможность отдохнуть в это время. Ну а 28, вернее 27 после 16, то есть вечернее время, далее 28 и 29, все 24 часа, замечательно. Еще один такой день в месяце, очень хороший, это время Тельца, дни корня. Растения абсолютно принимают и минеральные, и органические удобрения. Но тоже это все должно быть в меру. Помним, что жара, и не переборщаем, то есть не увеличиваем дозы с удобрениями. Ну и конец месяца это будет 30 июня, снова же в знаке Близнецы, дыхание растений. Мы пропускаем это время для подкормок. Ну и я вот сделала вот такую сносочку, обязательно правила обработок. Это не значит, что взяли, полили или опрыскали в жару или еще какие-то периоды, когда солнце на небе. Я хочу сделать несколько вот таких вот подсказок. Все подкормочки нужно проводить в вечернее время. Далее, дни листа, стихия воды. Это органика. Полив перед подкормкой обязательный, потому что без воды усвоение вот этого питания, оно не происходит полноценно. Могут сгореть корешки, поэтому поливаем, а затем уже даем раствор с подкормочкой или же по листьям. Стихия огня, нужно помнить, что эти дни не принимаются растениями подкормочки. Ну и менее эффективны внекорневые подкормки именно при растущей луне. Поэтому лучше всего проводить и внекорневые, и под корень подкормочки на убывающей луне. Ну вот эти самые эффективные дни мы как раз сегодня с вами обсудили. И в этом как раз плане, в этой важной задаче питания растений нам помогает, как всегда, астрология. Ну, а я, Раиса Греченко, желаю вам удачи. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Ну, а сегодня с этой темой у нас все. Ставлю точку и желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи вам!